Для этого вкусного рецепта я беру 3 яйца. К яйцам добавляю 1 чайную ложку сахара, 1 чайную ложку сухого молотого чеснока, или же можно использовать 1 зубчик свежего, пропущенный через пресс. И также добавляю 1 такую полную чайную ложку молотого сухого укропа. Яйца с приправами хорошо перемешиваю. Дальше к яйцам я добавлю 100 граммов муки. Муку просею через сито. К муке добавляю 1 чайную ложку разрыхлителя. И теперь перемешаю эти ингредиенты. Затем в это тесто будем добавлять 150 мл молока. Молоко у меня комнатной температуры, и добавлять я его буду постепенно, в 2 этапа. Для того, чтобы тесто было без комочков, гладкое и однородное. Теперь в это тесто я добавляю фарш. У меня это смесь курицы и свинины. Фарш можно брать любой по вашему вкусу, но нежнее всего получается с курицей. Теперь эту композицию посолим по вкусу. Я добавляю 3/4 чайной ложки соли. И также я добавляю черный молотый перец. Вот такое количество. Получается где-то 1/4 часть чайной ложки. И теперь нужно вымешать это мясное тесто до однородности. Удобнее это сделать прямо руками. Хочу обратить внимание на такой момент, что фарш у меня домашнего приготовления. И когда я его делала, я пропустила через мясорубку вместе с мясом 1 небольшую луковицу. Если у вас фарш готовый, покупной, можно просто 1 луковицу мелко порезать. Форму для запекания смажу сливочным или, по желанию, растительным маслом. Затем выкладываю в форму оригинальное мясное тесто. И помогу этому тесту разровняться, чтобы оно лежало равномернее. Аромат уже сейчас очень приятный, аппетитный. Отправляю будущую вкусняшечку запекаться в духовке при температуре 180 градусов Цельсия или 356 градусов Фаренгейта. Через 40 минут наше вкуснейшее блюдо готово. Подскажите в комментариях, как его лучше назвать: пирог, хлеб или мясная запеканка. Хотя, как бы мы ни назвали, получается очень вкусно. Как видите, рецепт простой, а получается просто шикарно. И этот пирог сам отходит от стенок. Такая выпечка идеально подойдет не только для завтрака или для ужина, но она также идеальна, чтобы взять с собой на работу или дать ребенку в школу. Так что готовьте с удовольствием и не забудьте подписаться на канал. Нажимайте колокольчик под видео, чтобы сразу увидеть новые интересные рецепты. А я желаю вам мирного неба, радости и крепкого здоровья. До встречи, как обычно, в следующем вкусном видео.